Молодцы, молодцы. Все, идем, идем, идем. Вітаю вас у своєму саду. Я Світлана і мій садок неподалік від Києва. Я розказую про свої рослини та квіти і ділюся красивостями та полезностями. Сегодня расскажу вам очень интересную и полезную как раз тему именно сейчас, весной. Почему так медленно растут растения в саду? Часто спрашиваете вы. Или наоборот, почему у вас так быстро растут растения, а еще чаще такие комментарии встречаю. Наверное, вы просто сажали их большими. Развею все мифы, почему растения могут медленно расти. Покажу вам свои архивные фото, на которых вы увидите вот такую конику. И я подойду к ней, покажу, какая она сейчас. И мы разберемся в причинах, почему растения останавливаются в росте, или совсем не растут, или даже гибнут. Видео будет полезным. Сегодня у меня два помощника. Шла, смотрела, чтобы не зацепиться за шланг. Вадим Петрович уже разложил их для полива. У нас очень жарко, 18 градусов тепла. Ну, на самом деле причин, почему растения могут плохо расти, конечно, много. Я сегодня расскажу о некоторых. Первая из них – это, конечно же, почва, в которую вы сажаете свои растения. Вы это знаете. Участок, который мы приобретаем или покупаем, или достается в наследство, почва мы не знаем какая, и начинаем засаживать. Так случилось с нами. После квартиры я хотела посадить все везде и сразу. Покупала, анализ почвы мы не делали, и вот такой результат у меня был. Мы до сих пор не делали анализ почвы. Хочу сказать, что от кислотности почвы, от ее состава зависит, наверное, 90%, нет, 80% успеха роста растений. Если почвы песчаные, тут вам не повезло. Что значит песчаный? Это значит, после полива вода сразу уходит в землю, не останавливаясь. И в то же время зимой эта почва настолько промерзает до ледяного состояния, каменно-ледяного, что вымерзают все корни растений. И при посадке растений в песчаную почву надо делать полную замену грунта. Также аналогично плохо и почва, где много камней, на каких-то более скальных участках, на обрывах. Может быть и такая встречается ситуация. Там надо выдалбывать, конечно, в нишах, опять же, под каждое растение, и как в большой каменный горшок сажать их. Глинистые почвы. Глинистые почвы тут не самый плохой вариант, я вам скажу, потому что глина, она сама по себе очень жирная и много в ней питательных веществ. Единственное плохо, что плохо уходит вода. Глину надо частично мешать с черноземом или с торфом, с нейтральным, и она будет хороший вариант. Полной замены там делать не надо. Лучший вариант – это суглинок. У нас попался суглинок, хотя на соседних участках там и там рыли под септик ямы, под котлованы. Я смотрела горы желтой глины. Поэтому у нас тут просто такой кусочек
получился, что суглинки. Тут вообще раньше все это поле были леса. Сейчас они постепенно уходят в стороны. Как вы знаете, природа немножко отступает. Вокруг нас заповедные леса, заповедники. Поэтому тут у нас много... Вот я сажала самые первые рододендроны возле дома. И когда рыла, прямо... компост хвойный, такая утрамбованная хвойная, ну, на определенной глубине, утрамбованная хвойная подушка. То есть сосны селись, росли, опадали, потом их там рубили или что делали. И вот это самый лучший вариант. Как узнать, какая у вас почва? Конечно же, сделать лучше анализ почвы на кислотность. Ну, а я определила по растениям потом. Смотрю, хвощ, полевой хвощ растет. Они на кислых грунтах растут. Определите, какая у вас почва, и сажайте в грунт каждое растение по его надобности. Для хвойных подкисляйте, для роз делайте более нейтральную, для других растений тоже нейтральный торф или суглинки пусть будут. Так, пауза, у нас соседи проезжают. Следующая тема. Почему плохо могут расти растения? Потому что надо смотреть, какие растения рядом друг с другом сажать. Не все растения дружат. Так вот, хотела сказать про растения, которые могут конкурировать друг с другом. Инверса моя. Смотрите, какую ветку выпустила. И какие растения нельзя сажать, и почему, и какие могут быть причины. Ну, первую причину вы знаете, что после того, как вы выкопали какое-то больное растение, на его место лучше какое-то время вообще не сажать. Мия, ну отойди, я встала неудачно. Вообще не сажать растения. Или, если сажать, то делать замену грунта. Полностью вырывать, потому что обрабатывайте, не обрабатывайте в эту почву, все равно какие-то патогенные микроорганизмы, микробы там останутся. Это первое. Значит, не сажать после больных. Второе. Растения могут конкурировать друг с другом. Что это значит? По корневой системе. У одних растений корневая система поверхностная, как, например, у березы, и которая себе качает воду как насосом, или у ивы. У ивы тоже корневая, но у нее и вверху, и вниз она идет вокруг ивы. Желательно тоже близко ничего не сажать. Или там, вот у нас растет ива, прямо рядом септик. Видимо, она работает и растет так из-за того, что частично воду какую-то берет оттуда. А те растения, которым нужна вода, влага и посажены рядом, опять под березой, розы лучше не сажать. Они будут угнетены. Это вы поняли. Так же, как вокруг магнолий. У магнолии корневая система более поверхностная, такая как распространенная вокруг дерева. И меня спрашивали, кстати, можно розы вокруг магнолии? Лучше не надо. Посадите какие-то однолетние, там петунии, какие-то там, ну, не знаю, ромашечки, колокольчики, хотя есть и многолетние, и ромашки, и колокольчики. Какие-то такие небольшие, которые раз легко и пересадить, и если проблему заметите у магнолии, сразу можно будет убрать. Желательно хотя бы 1,5 метра в диаметре вокруг не сажать. Но у меня 80 сантиметров от нее посажены гортензии. Но я посмотрю, у них в принципе одинаковая потребность в почве. Может быть, они подружатся. Пока растут хорошо. Если что, я буду отсаживать, конечно же, гортензии, не магнолии. Магнолии трогать уже нельзя. Магнолии, кстати, надо сажать раз и навсегда, не пересаживать. Но это я, когда буду про магнолии рассказывать. Так, следующее, что хочу сказать. Еще растения конкуренты, которые вообще нельзя сажать друг с другом. Например, это, ну, из плодовых, неплодовые, под орехом, я знаю, ничего сажать нельзя. Он своими
вот этими фитонцидами ореховыми, не ореховыми, а все вокруг прямо как выжигается, ничего не растет. Это я знаю на собственном опыте. У мужа, у родителей был дом, и там под орехами огромные площади, где ничего не растет, угнетается. Потом аналогично болеть могут растения, допустим, можжевельник и груша нельзя, хотя у меня там растет, пока наблюдаю, все пока нормально. Ну, в общем, эта причина может быть. Одни растения угнетаются другими. И следующая немаловажная причина, о которой вы даже, наверное, и не догадывались, от чего. Растения могут расти плохо. Следующая причина, по которой растения могут расти медленно, это вода. Как ни банально это звучит, вода, которой мы поливаем. Мы поливаем водой из скважины. Наша скважина неглубокая, 37 метров. У многих она глубже, как бы хотят до более чистых артезианских каких-то, ну, артезианская намного ниже, до более чистых слоев. Слои водяные на разной глубине расположены. Так вот, хочу сказать, в нашей воде много железа. Нижняя граница нормы. Но вода не сильно такая желтая, прямо железная. Слегка мы, когда набираем ванну без фильтров, вот в самом начале, как сюда заехали, мы вообще понятия не имели, что и как. К скважине подключились, фильтр просто осмоса в доме поставили. Включили, вроде чистая на внешний взгляд. Ванну набираем, слегка желтоватая. Это потом мы уже колонны ставили. В дом у нас идет чистейшая вода, хорошая. Полив сада осуществляется без всяких фильтров. По химическому составу она пригодна для полива. Но если вы или не делали анализ воды, или он вам не нужен ни для питья, ни для чего, допустим, на даче, советую это сделать. Может быть, в вашей воде для полива, в технической, избыток солей, которые очень плохое действие оказывают вообще на воду для полива. Что это значит? Опять же, что это значит? Соли, которые находятся в воде, железо это еще не самое худшее. Соли блокируют усвоение вашими растениями, усваивание, правильно, наверное, питательных веществ. Ни фосфор, ни калий, ни всякие вещества не усваиваются. Растение перестает питаться теми удобрениями, которые вы им подсыпаете и подсыпаете. Про удобрения сейчас отдельно скажу. То есть соли в воде блокируют растению питательные элементы, микроэлементы и все полезное. Вода идет очень некачественная, и она не подходит для полива. Угнетается. Вода-то льется, как бы почва влажная, как вот вы пишете, и поливаю, и удобряю, а не растет растение. У меня, кстати, эта пихта остановилась в росте на 2,5 года. Она сестра примерно на год младше, то есть сейчас я ее покажу вам, а стояла. И только в прошлом году, что ее угнетало, не знаю. Была посажена с комом земли, что тут было не так, причины не знаю. Так вот, про воду для полива. Лучше всего, конечно же, брать отстоянную воду или дождевую. Это просто оптимальный вариант. Дождевая вода нейтральная. Вы знаете, даже ее отстояв и через легкий фильтр профильтровав, можно пить. Она нейтральная. Такой водой поливать сад лучше всего. Но для этого надо ставить большие, конечно же, емкости для сбора. Мы этого не предусмотрели для дождевой воды, хотя у нас есть специальная ливневая канализация. Если там закрыть дно, забетонировать, она будет просто как большая бочка набираться этой дождевой водой. Ну, пока нам не требуется. У нас
в саду все нормально растет от той воды, которую мы берем из скважины. Значит, вы поняли, вода играет очень важную роль. Чистая вода. Сделайте обязательно химический анализ воды. Главное, обращайте внимание на соли. Так вот, про полив. Полив должен осуществляться медленно. То есть не так, что вы подошли, вам надо там эту елку или эту тую пролить. Вы на полную мощность включили лейку напрямую из скважины и струю воды такой, что разбивает почву, все разлетается по краям, за секунду полили. Конечно, мы этим экономим время, мы сразу влили сколько нам надо, перешли к следующему растению. Это, вы сами понимаете, что неправильно. Полив должен быть медленный, желательно теплой водой, под большим напором из скважины. Вот у нас 50 метров, у меня вода успевает прогреться. Я не ледяной водой лью, медленным очень напором, если поливаю. Но я не поливаю шланги прямо тут. Почему? Потому что у нас капельный полив. И это идеальное решение, потому что вода по темным трубам, постепенно пробегая, капает по капельке, часа 3 включен, капельница рассчитана на 3, на 5, ну, в зависимости, какой шаг у вас, какие эмиттеры там. Постепенно влагой наполняется почва, и это идеально. Проложите капельный полив, даже самый простой, не надо ни автоматики, ничего. Подключите, проложите одну трубу, трассу, к ней подключите свои капельные трубки по контуру. Это самый простой капельный полив. Вложений вообще вот столько. Только трубку купить и все фитинги. Никакой автоматики. И ваши растения спасибо вам скажут сразу. Но если вы поливаете все же из шланга растения, поливайте медленно. Медленно. Ну, я не представляю, вот такой сад пролить из шланга я бы уже не смогла. Хотя первые где-то 2 года я поливала. Я свои растения поливала из шланга. Ну, росли по-всякому. Средне так. Совсем не умер никто, но росли средненько. Потом понемножку мы стали капельный полив прокладывать. Дальше, когда поливать? Поливайте в вечернее или раннее утреннее время, вы знаете. И дождевание лучше в вечернее, когда солнышко зашло, чтобы не было солнечных ожогов, потому что капли на растении остаются, и как маленькие линзы на солнце, они ожог создают и хвойным, и розам, и гортензиям, всем. Дождевание любят многие растения, ну, кроме роз. Не знаю еще, какие дождевания не любят. Остальные, наверное, все любят. Поэтому поливайте медленно, поливайте в вечернее время, поливайте лучше дождевой водой или водой, что вы знаете, что там нету солей, которые блокируют усваивание растениями кальция, фосфора и всех микроэлементов. Кстати, почему многие удобрения в хелатной форме? В хелатной форме они усваиваются проще, чем не в хелатной микроэлементы. Так, и еще одна причина, по которой ваши растения могут расти медленно. Сейчас скажу. Вот эта пихта, про которую я вам говорила, она посажена с разницей в полгода. Смотрите, какой у нее рост. Высаживались все метровыми саженцами, вот такими. Видео именно по этой пихте, это пихта корейская, я не нашла при посадке, какая она была, чтобы вы не говорили, что она... Хотя пихты растут относительно медленно. Покупалась с комом. Так вот, медленно перейду. Это плакучая вишенка моя, рододендрон. Перейду медленно к последней причине, почему растения могут медленно расти. Причина, опять же, о которой вы не думаете. Удобрения. Удобрениями мы можем не только помочь быстро расти нашим растениям, но и навредить.
Как ни странно, вы знаете, мы уже разобрались, что удобрения могут не усваиваться из-за качества воды для полива. А еще удобрения могут между собой, накладываясь, если вы бездумно и по листу, и под корень, и проливаете водорастворимыми, навредить между собой. Они, накладываясь, не конкурируют, а конфликтуют. Вот правильное слово — конфликтуют. Обязательно смотрите состав удобрения. Чтобы такого не случилось, перерыв между одними и другими делайте хотя бы 10 дней. То есть, если вы пролили водорастворимым удобрением, по листу обрабатывайте, желательно через 2 недели. Желательно. Чаще не надо. А так мы комплексное, вот сейчас весной будем везде рассыпать комплексное. Я буду осмокот только под розы. Только под розы буду осмокот, больше нигде. И то действие его будет 2-3 месяца. Долгоиграющее я не беру. Я его использую, долгоиграющий осмокот, для контейнерных растений дома. Для растений в контейнерах, которые растут дома. У них количество грунта ограничено, питательных веществ негде много взять, дожди на них не поливают, в дождевых каплях тоже очень много полезностей. Не забывайте этим, что дождик нам помогает нашим растениям расти. Такие хорошие солнечные дни, прямо зазеленело все. Так вот, удобрения, значит, очень осторожно используйте. Осмокот, я сказала, 1 раз. Потом водорастворимыми я не проливаю. Розы буду сульфат магния, потом калий монофосфат, но это все позже расскажу. Именно по комплексным удобрениям по листу я использую только плантафол. И в принципе все. Хвойные удобрять я перестала. Я их только при посадке. Вот вы купили молодое растение, высадили, осмокот 2-3 месяца действия я рассыпала, все, в добрый путь. Дальше они уже растут в вашем саду и питаются той почвой, которую вы правильно заложили в посадочную яму. Все. Еще про удобрения сказала вам, не залюбливайте. Вот я часто пишу в комментариях, не надо залюбливать, засыпать, заливать. Лучше хорошей водой полейте, дождевание вовремя сделайте, и все. Если правильная почва, опять же. Еще что хотела сказать. Часто бывает такое. В контейнеры купили большое красивое растение, посадочную яму там какую-никакую сделали, посадили. Ждете, пождете, вроде не сдалось сразу растение, живо-здорово, проходит полгода, результата 0. В рост не пошло, то есть новые приросты, вы видите, не идут. Значит, растение стоит, как бы выжидает. Почему? Потому что или неправильный грунт при посадке, или маленькую посадочную яму вы сделали, если заменяли грунт. Если плохой грунт, заменяли. То есть растение как бы из того кома, в котором оно было, немножко стало двигаться корнями в стороны и поняло, что ему тут некомфортно. Какая-то ошибка. Посмотрите до следующего года. Если результатов нет, лучше пересадить в самом начале. Разобраться в причинах. Ну, думаю, все. Если вы сейчас все эти причины переберете, оцените свои какие-то ошибки или какие-то правильные, может быть, находки, и поймете, почему ваши растения растут медленно. А я сейчас покажу вам ракурсы, какой сад сейчас и какой был в июле 2020 года. Нашла в Инстаграм коротенькие видео, это были любительские для нашего семейного архива. Но я вам покажу для сравнения, как за 5 лет, 20 и конец 24-го, ну сейчас только начало сезона, это не показательно, выросли эти растения. Как можно оценить? И сделайте свои выводы. Покажу вам вот такой ракурс, чтобы вы видели, с той стороны солнце засвечивает. Какого размера сейчас это коника.
И какого размера бульвард мой. Бульвард, кстати, тоже отлично вырос. Бульвард покупался 40 сантиметров. Вот малюсенькое видео из Инстаграм. Формата не того, но видно. Ну, а коника вы видите сами. У нее где-то 1,5 метра. Я мерила в каком-то видео ее размер. Как она наросла. Вот такие результаты можете сравнить как бы со своими. Если что-то не так, пересмотрите все причины, которые я только что перечислила. Может быть, что-то из них вы и найдете причину. А сейчас покажу туи колумна, какие были. Ну, а туи колумна я снимала как раз вот с того ракурса. Тут, конечно, все пусто было. Смарагды покупались с комом земли 80 сантиметров. Это самый маленький размер, который я могла купить с комом, чтобы было дешевле. И туи колумна, вот эти прямоугольные, это самые быстро растущие туи, покупались контейнерами. Там сантиметров, ну, где-то 35, такие, может быть, 40. Я тогда не мерила, высадила, и они намного короче были и меньше, чем смарагды. Ну, а сейчас, смотрите, они обогнали даже, да, колумна обогнала смарагды. Вот такая разница за 5 лет. То есть в среднем они набирали, сейчас у них высота где-то 2,60, 2,70. В среднем они набирали по полметра в год. Полметра за сезон. Первый сезон набирается медленно, растения адаптируются. Второй, третий. Вообще я вам вот еще хотела сказать, не расстраивайтесь, если первый год и растения как бы стоят. Второй год никаких реальных результатов вы еще, ну, вроде чуть-чуть подросло. Во-первых, меряйте. Во-вторых, делайте фотографии вместе с собой, ну, ориентир, чтобы было наглядно визуально, мы можем не оценить, выросла, не выросла. А если сравнить две фотографии в одинаковый сезон и рядом с собой, тогда можно увидеть разницу. И третье, что на третий, четвертый год прямо стремительный начинается рост растений. Хвойные удобрять переставайте. Хвойные первый год. Ну, если хотите, можете поудобрять сильно больше, не надо, они растут и так хорошо. Все, сегодня видео прямо все время со мной было, я вам много чего порассказывала, попоказывала. Жарко, жарко, наверное, уже и больше 20 градусов. Сейчас сделаю вам видео, выставлю и пойду уже открывать буду розовый круг большой. Остальные все пооткрывала свои. И остались только гортензии у меня крупнолистные. И плетистые розы буду открывать. И буду вам потом показывать, что я делаю в саду. Всего хорошего. Задавайте свои вопросы, пишите комментарии. Было ли видео это вам полезно. Всего хорошего.